За последние 20 лет в центре земли Израиля, вокруг Шило, первой столицы еврейского народа, возник один из самых крупных поселенческих блоков. Только с востока, вдоль дороги виноградников, соединяющей шоссе Алона с Шило, построено 6 новых поселков, с запада еще 2 – поселения Гиват-Харель и Гиват-Ароэ. Живут здесь самые разные люди – и ветераны армии обороны Израиля, и работники хай-тека, и адвокаты, и бухгалтеры высшей квалификации, и депутаты Кнессета, и ведущие врачи. Люди селятся здесь не только потому, что это соответствует их идеологии, но еще и потому, что климат гор мягче прибрежного климата. Здесь прекрасный воздух, не жарко летом, много зелени и источников, а по утрам вся земля влажная от росы, даже летом. Между новыми поселениями все распахано и превращено в виноградники. К винограду у израильтян особое отношение. Когда-то еще праотец Яаков благословил своего сына Иуду следующими словами. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе винограда сына ослицы своей. Моет в вине одежду свою и в крови гроздев одеяние свое, красные очи от вина и белые зубы от молока. В Шило, недалеко от того места, где в древности стояла скиния, недавно возведена башня, с которой прекрасно просматриваются все окрестности. Удобная дорожка к новой башне проходит по раскопкам, которых с каждым годом становится все больше на радость приезжающим сюда туристам. Трогательный фильм, в котором актеры разыгрывают 3 библейские сцены, никого не оставит равнодушным. מה זה אומר עלינו? כולנו בנינו את הבית הזה. 12 שבטים. שלי, להחזיק לו את היד, להעניק אותו. אני נשבעת, אם תיתן לי ילד, אני אקדיש אותו למשכן. Наша следующая остановка – Нахаль-Шило, поселение Гиват-Харель. Сразу за воротами поселения сворачиваем налево к обзорной площадке и к медной пещере. Машину можно оставить у винодельни Гаваот. Здесь, вплотную к виноградникам, располагается одна из примерно 200 израильских виноделин. Ее хозяин радушно угощает посетителей и предлагает им попробовать производимое им вино, причем не одного сорта, а разных. То, что понравится, можно тут же приобрести, если, правда, оно окажется в погребах, потому что большая часть вина уходит за рубеж. Действительно, в последние годы израильские виноделы берут одну награду за другой на престижных международных конкурсах. Об этом свидетельствуют многочисленные дипломы, которые молодой винодел аккуратно взял в рамочку и разместил на стене. Есть чем гордиться. Несложный спуск по размеченной тропе ведет к древним медным копьям. Выход меди на поверхность – это зеленый цвет на стенках пещеры, который вы видите на экране. Недалеко от пещеры обнаружен жертвенник из цельного камня, вероятно, времени патриархов. Наша следующая остановка – Маале-Левона. Название арабской деревни Лубан в окрестностях Шило напоминает нам еврейское слово «левона» или в переводе «ладан». В древности, да и сегодня, здесь растут ладановые деревья. Ладан использовался как благовоние в храме, в Шило. Название Маале-Левона упоминается в Танахе, в книге Судей. Подъем на вершину горы в поселении Маале-Левона потрясающе красив, а на спуске в сторону поселения Или прямо у дороги видны развалины полуразрушенного турецкого хана.
то есть постоялого двора, хан Любана. В средние века тут находилось почтовое отделение мамлюков. Отсюда, меняя лошадей, за 3 дня можно было доскакать до Египта. Справа от дороги, прямо у входа в дом, есть источник. Считается, что именно здесь жил библейский Миха, из дома которого колено Дана забрало истукана и священника. В те дни не было царя у Израиля, и в те дни колено Данова искало себе удела, где бы поселиться. И послали сыны Дановы от племени своего 5 человек, мужей сильных, из Цоры и из Таола. Они пришли на гору Ефраима к дому Михи и ночевали там, и отправились оттуда из колена Данова, из Цора и из Таола, 600 мужей, припоясавшись воинским оружием. Отправились они на гору Ефраима и пришли к дому Михи, и сказали те 5 мужей, которые ходили осматривать землю Лаис, братьям своим: «Знаете ли, что в одном из домов есть эфод, терафим, истукан и литый кумир?» Они вошли в дом Михи и взяли истукан, эфод, терафим и литый кумир, и священник сказал им: «Что вы делаете?» Они сказали ему: «Молчи, положи руку свою на уста свои и иди с нами, и будь у нас отцом и священником. Лучше ли тебе быть священником в доме одного человека, нежели быть священником в колене или в племени Израилевом?» И построили город, и поселились в нем, и нарекли имя городу Дан, по имени отца своего Дана, сына Израилева, а прежде имя тому городу было Лаис, и имели у себя истукан, сделанный Михою, все то время, когда Дом Божий находился в Шило. К сожалению, сегодня не стоит останавливаться надолго у местных достопримечательностей. Нынешний арабский хозяин не гостеприимен и весьма нелюбезен. А вот заинтересованным путешественникам Самария открывается со своей лучшей стороны. Туристы поднимаются на вершины самарийских горных хребтов и спускаются по узким тропам в живописные долины. Они знакомятся с реконструкцией древних исторических сооружений, а через несколько минут могут прикоснуться к той самой древней кладке, о которой видели фильм или слушали рассказ гида. Да, эти края дают удивительно разнообразные впечатления.